Друзья, всем огромный привет! Всем филиппинский привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Добро пожаловать в летнюю столицу Филиппин, город Багио. Отель, в котором остановились, располагается вдалеке от центра города, в 6 километрах примерно. Это был самый бюджетный вариант на данный момент, потому что мы приехали в местную Пасху, когда здесь очень много туристов. Сейчас я вам покажу немножко территорию. Место очень спокойное, открывается красивый вид на домики, здесь есть обзорная терраса. Кстати, посмотрите, какой момент поймали. Здесь есть место, где можно полюбоваться на граффити, и его еще продолжают рисовать. Это уже готовые рисунки. Is it your creative or you have ready picture? Copy the picture of my grandmother and grandfather. Ah, it's your grandmother, yeah? Wow. Здесь есть зона кухни, куда можно прийти, что-нибудь приготовить, даже барбекю сделать. В любое время дня и ночи здесь есть горячий кофе. Кстати, вот хочу сейчас взять кружку. Давайте пройдем на кухню. Здесь также можно готовить, не только на свежем воздухе. О, как раз занимается готовкой. Видимо, суп готовит. Вот поэтому здесь есть и раковина, и микроволновка, поэтому можно покупать что-то готовое, либо заказывать еду. Но когда привозят ее, она, скорее всего, не такая горячая, как хотелось бы, поэтому всегда можно здесь разогреть. Вернемся, возьмем кофеечку. Ну, курочки здесь бегают. Сельская жизнь здесь. Ну и главная изюминка этого небольшого отеля или гестхауса, не знаю, как правильно назвать, это, конечно же, его обзорная. Здесь можно просто сидеть часами с книгой и любоваться на эти красивые виды. Вдалеке даже видны буйволы. Здесь комнаты, они формата квартир. Вот наша квартира на 2-м этаже. У каждого этажа свой отдельный Wi-Fi. В какой-то комнате он, знаете, стабильно работает, в какой-то не очень. Ой, ну вот здесь самое шикарное граффити. И кажется, что вот этот вот кофе, он именно из Сагада, из города, откуда приехали сами владельцы этого гестхауса. И здесь они решили остановиться, обосноваться. И теперь владеют этим отелем, предоставляют комнаты недорогие. Стоимость квартиры, получается, апарт-отель, это, скорее всего, от 1800 песо. У нас чуть подороже, потому что у нас 2 спальни. Давайте пройдем в нашу комнату, точнее, в квартиру. Начнем с душевой. Горячая вода есть, полотенце тоже есть. Конечно, поток воды оставляет желать лучшего, но тем не менее помыться можно. Унитаз, туалетную бумагу принесли. Так, сейчас у нас время завтрака. На завтрак у нас рис, омлет и корнed биф. Как это называется? Ну, это
местное, в общем, что-то типа тушенки. Да, ну, мы всегда имеем с собой запасы, поэтому ветчинка из гурманского магазинчика, вкусные булочки, хлеб, поэтому... Хлеб оттуда же, да, из гурманского. Помидорчики, вот, лимончик берем, чай делаем в этих прекрасных кружечках стилизованных. Вот название данного homestay. Также у нас есть небольшой уголок кухонный, есть холодильник, вода всегда питьевая, рисоварка. Так, что у нас еще в комнате? Телевизор, рабочий стол, также есть журнальный столик, можно поэтому расположиться на диванчике, посмотреть телевизор. Помимо этого у нас есть балкон. Здесь тоже столик, шикарный вид, который мы с вами уже видели. Погода сейчас отличная, ветерка нет, можно любоваться. Ну и пройдем в нашу спальную комнату. Приятного аппетита. Благодарю. У нас 2 спальни, но они практически одинаковые. Большая двухспальная кровать, окно и шкафчик. Кондиционера в этом номере нет, но он и не нужен, потому что здесь отличная погода, немножко прохладная, но тем не менее в самой комнате не холодно. Тоже видите, во второй спальне двуспальная кровать, но здесь есть прикроватный столик, что удобно, и тоже большой шкаф. В выпуске из прошлой провинции я вам рассказывала о том, что Кирилл заболел, и хотя он присоединился к нам на ужин, он не выздоровел. Поэтому первый день по Багио вы погуляете вместе со мной, а второй день мы уже проведем вместе с Кириллом. Ну, по крайней мере, я надеюсь, потому что хочется, чтобы он поскорее выздоровел, и не хочется гулять одной. Выхожу из нашего отеля. Это, конечно, что-то потрясающее, необычное и совсем не похожее на Филиппины. Словно какая-то Южная Америка, или Колумбия, или Бразилия. Похоже на фавелы. Здесь у нас буйволы что-то жуют. А мы располагаемся на тихой дороге. Поэтому моя задача сейчас еще выйти чуть поодаль, либо в джипни, либо где-то найти такси. За 8 песо доехала на джипне. Останавливают недалеко от центрального рынка. Но на центральный рынок мы отправимся с вами позднее вместе с Кириллом. Это на следующий день, потому что он сказал, что хочет его посмотреть. Поэтому его я сейчас подпущу. Я сейчас направляюсь к первой локации и прохожу различные переходы. И вот в одном переходе, посмотрите, магазинчик какой. Магазин часов. Но почему я обратила ваше внимание? Потому что здесь нарисована сосна. Не просто так, потому что город Багио считается горным городом. И еще его называют летней столицей Филиппин, потому что сюда приезжают буквально все жители Филиппин, потому что это единственное место, где летом бывает прохладно. А сосна почему нарисована? Потому что здесь произрастают сосны, их очень много, и, знаете, мы привыкли видеть на Филиппинах пальмы, а здесь сосны. И, конечно же, местные жители этим гордятся. Немного покажу вам атмосферу, по которой я прохожу, потому что мы часто приходим к достопримечательности, и все. А тут я вам хочу показать улочки, как я иду, тем более мне скучно без Кирилла. Очень много людей, говорят, что здесь проживает 400 тысяч человек, но у меня по ощущению, что здесь несколько миллионов. Вот честное слово, люди везде. Дарна! Сейчас я направляюсь к главной туристической улице, которая называется Station Road. Там же находятся все фешенебельные отели. И есть еще одно местечко, о котором расскажу позднее. Посмотрите трафик на дороге, все в такси, в автобусе, в джипне.
тротуарам даже очень сложно ходить, потому что очень много людей. Я не знаю, это местные жители, либо туристы, потому что сейчас как раз летнее время на Филиппинах. Подошли с вами к Session Road, главной туристической улице, как я вам и говорила. Здесь уличные торговцы продают кукурузой, арахисом, небольшими мелкими товарами. Часть дороги здесь перекрыта, поэтому можно ходить не только по тротуарам, но и по дороге. Местная молодежь рисует мелками. Здесь уже что-то из аниме. Ой, смотрите, какая красота. Марио. Здесь находятся самые старые отели, City Center Hotel, например. Я вам говорю, что есть еще одно местечко, где также располагаются фешенебельные отели, но позднее. Какие детки все счастливые. А я еще думала, мне ехать на Session Road или нет. Я не ожидала, что здесь будет столько всего интересного. Как-то я не ожидала, что сегодня Пасха. Потому что у католиков отличается дата Пасхи, поэтому для меня это было неожиданностью выйти на улицу и встретить здесь такой парад. Вот, я сейчас зашла в Starbucks, возьму кофеечек и начну исследовать интересные места. Первое это будет собор. Немного атмосферы вам Starbucks, если вы вдруг забыли. Окей. Привет. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Все хорошо. Я мой другой. Это Виль, это Марс. Это очень хорошо. Как ты учишь русский язык? В интернете я не понимаю слова. Ты молодец. Ты давно учишь? How long time you learn Russian? I studied Russian in like 2020 out of boredom in quarantine. Wow. But why? Because I was bored. I did not know what to do. And so because it was so bored and you started to learn Russian. And I right? started getting into Russian music too. I like Russian music. What's your favorite singer? Молчат дома. I've listened to Андрей Губин. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу вновь, слезы ниоткуда в кровь. Я кусаю губы, что мне сегодня рядом, просто быть с тобою рядом. Ночь, чувство странная свобода, от заката до восхода, жду тебя, надеясь вновь. День, я прошу тебя, не надо, от восхода до заката, говорит мне про любовь. И я знаю, белая ночь опустилась, как облако, вытяну правую универ, злищил законбую вместе с информацией. Это все. Ты молодец, ты молодец. Ну, чуметь, я в шоке. I'm in shock.
Because I don't saw people in Philippines who know Russian language and know Andrei Gubin and another singer. I mostly listen to post-punk like Молчат дома and Дурной вкус and Холодный звонок. Неожиданная встреча произошла в Старбаксе. Вы сами все видели. Девочке было скучно на карантине, она решила учить русский язык. Нормальная ситуация. Вот мне бы стало так скучно, что я стала бы учить другой язык. Ой, там у нас карнавал проходит, ребят. Вышла из Старбакса. Ну, точнее, не карнавал, а, видимо, какое-то выступление. Сейчас подойду поближе, посмотрим с вами. Сейчас будем подниматься к собору, которому ведет 100 ступеней, насколько мне известно. Интересно, много ли людей в Пасху? Да, ответ много. Много людей. Помимо того, здесь еще и служение проходит сейчас. Рядом располагается торговый центр с этой церковью, называется Порто Бага Молл. Отсюда можно выйти на террасу, посмотреть на город Багио с высоты. Я сейчас сюда решила зайти. Думаю, может закончится служение, пока я здесь гуляю. Ну, крыша немножко, конечно, портит вид. И вы знаете, вот в городе, мы второй день здесь, и здесь какой-то туман постоянно. Как будто что-то поджигает, но в реальности, видимо, это такая погода. Ну, я думаю, служение здесь надолго, поэтому просто пройдемся вокруг церкви, посмотрим. Рядом есть магазин, где можно купить свечки, иконы, статуэтки. Немного исторической справки. Это кафедральный собор Багио, который известен также как собор Пресвятой Девы Марии Искупления. Он расположен на главной туристической улице Сэшн-Роуд, по которой мы с вами сейчас гуляли. Ну и в том числе этот собор знаменит своими красивыми витражами. Видите, вот здесь витражи, здесь у нас очень красивые. И двумя башнями-шпилями, близнецами. У многих собор вызывает еще уважение, так как во времена Второй мировой войны, во время оккупации японцами, местные жители прятались здесь, так как собор служил эвакуационным центром. Видите, как много сейчас людей. Оказывается, каждое воскресенье здесь проходит месса, не только в Пасху. И здесь собирается весь город. Ну а сегодня особенно значимый праздник для филиппинцев. Хотела немножко показать вам, что происходит внутри церкви, но боюсь, что я туда просто не попаду. Так чуть-чуть можно посмотреть. Сейчас я спускаюсь с другой стороны. Здесь много сувенирных палаточек религиозных. Ой, отсюда смотрите, как красиво открывается церковь.
Что-то, друзья, мне сегодня не везет. Сначала Кирилл отказался от прогулки, потому что болеет. Ну, это понятно. Теперь пошел дождик. Я пыталась найти центральный вход в парк Бернам. Это знаменитый исторический городской парк в Багио. Но в итоге прохожу какими-то непонятными путями, потому что идет дождь. Я боюсь намочить камеру. Кстати, сосны. Посмотрите, у этого парка очень красивые. Но теперь другая проблема, что идет дождик. И как же гулять в парке под дождем? Такого у нас с вами еще не было вроде бы, да? Так, ну я уже промокла вся до нитки, и я не знаю, что делать. Вроде хотелось вам парк показать, тем более я наконец-таки нашла центральный вход. С другой стороны, так я, конечно, вам парк не покажу. Непонятно, сколько он будет идти. Надо было мне идти все-таки в музей или в торговый центр. Ну тут никак не предугадаешь, потому что вроде бы погода была хорошая, солнечно, даже было жарковато, я снимала кофту. Ну а теперь льет дождь. Дождь все еще моросит, но я решила все равно пойти в парк, прогуляться, оттуда выйти к музею, если музей, конечно, сегодня открыт. Называется Бернам парк в честь архитектора, который спроектировал. При входе в парк нас встречает бюст этого архитектора. Кстати, надо отметить, что он не только спроектировал парк, но еще и большую часть города Багио. Родом он из Америки. Вот здесь можно прочитать его небольшую биографию. Дэниел Хадсон Бернам. Посмотрите, пар идет от земли, потому что вроде была жаркая погода, и я сняла кофту, хотя, говорят, в Багио холодно. Я сняла кофту, ходила, мне было неудобно, ее, знаете, постоянно в руках держать. Ну и теперь прошел дождь, теперь можно и кофточку надеть. Но дождь был такой, прям сильный. Я не ожидала, что попаду под него, потому что ничего об этом не говорила. Надо отметить, что парк ухоженный, много зелени. Видимо, благодаря дождю сейчас не так много людей. Но я думаю, что мне еще предстоит с ними столкнуться, когда пройдем в более центральную часть парка, потому что это самый вход. И сейчас очень многие прятались от дождя. Улочки тоже чистые. Много растений. Не сказать, что вас парк чем-то удивит, но чтобы здесь погулять, провести какое-то время, подышать свежим воздухом. Есть фотозоны, правда, немного потрепавшиеся. Местные все равно здесь фотографируются. Но главной изюминкой парка является пруд, где можно прокатиться на лодочке. Давайте посмотрим стоимость. 200 песо за 30 минут. Стоимость для 6-7 персон. Так что недорого. Посмотрите, сколько желающих прокатиться на таких лодочках. Очень много. Мне кажется, филиппинцы знают толк в отдыхе. Здесь происходит посадка. Ну, если был бы Кирилл, мы бы обязательно тоже с ним прокатились на такой лодочке. Right, bro. No, thank you. Здесь получается 200 песо 30 минут за 5 человек. Либо 250. Они, видимо, чем-то отличаются, но они, видите, разные есть. Где-то лебеди, где-то крокодилы. С другой стороны, там уже не парк, а больше, знаете, как парковочная зона. Там какие-то гуляния проходят в честь Пасхи. Здесь более спокойная часть, где люди просто наслаждаются прогулкой в этом парке.
парке пользуется популярностью данный вид транспорта. Его аренда стоит от 50 песо за 30 минут. И очень многие катаются. Потому что дорожка, наверное, удобная, и в целом в парке приятная обстановка. Отдельно в этом парке есть зона для детей. Я быстренько туда пройду, вам покажу мимолетно, потому что, во-первых, там очень много людей, во-вторых, мне это, наверное, не так интересно. Там аттракционы для совсем маленьких деток. Огромный павильон. Что прикольно, здесь можно не только на аттракционах покататься, а еще и на роликах. Специальная дорожка установлена, поэтому здесь много начинающих роллеров. Я вышла из шумного парка и сейчас пытаюсь найти музей. Он не такой популярный, есть более популярный, более интересный, с большей локальной жизнью, историей. Но мы отправимся туда с Кириллом вместе завтра. А сейчас попытаюсь попасть в художественный музей, который расположен недалеко от парка. Честно скажу, город красивый. Есть интересные места, удобные парки, красивые здания. Даже тротуары есть, по которым комфортно идти гулять. Но в некоторых местах такие запахи. Ох уж эти Филиппины и Азия. У них, видимо, какая-то общая проблема с канализацией, что иногда у меня начинает настолько кружиться даже голова от этого. Я не знаю, как можно ничего не менять с этим, потому что запахи ужасные. А вот и музей. Вижу его с другой стороны улицы, но пока не понимаю, как туда перейти. И не понимаю, открыт ли он. Прошла в музей. Стоимость 100 песо с человека. Сразу же видим историю народов, которые проживали в районе Багио. Их быт, посуду. А вот это вот, если честно, мне напоминает музей Сан-Агустин, где были тоже различные скульптуры, похожие на культуру Филиппин. Посмотрите, Ифугао. Не буду сильно вдаваться в историю. Ифугао — это народы, которые проживали в горной местности Филиппин, их так прозвали. У каждого стенда есть информационное табло, где можно узнать все поподробнее. Есть отдельный стенд, где показывают, что носили в горной провинции. И каждая одежда еще и расписана. Свое значение, как ее делали, так же как и посуда и другие предметы быта. Рассказывает не только о народах, а о провинциях. Или вот, например, здесь рассказывают про реку, где набирали пресную воду, и она никогда не высыхала, у нее было такое свойство, поэтому она была популярна среди местных жителей. И показывают, как одевались именно люди, жившие у этой реки. Музей состоит из нескольких этажей. Сейчас я поднимусь на верхний этаж, посмотрю, там также экспозиция. Всегда очень сложно снимать музей, потому что это именно тот случай, когда лучше не смотреть видео, а именно приходить и смотреть все своими глазами. Поэтому я вам показываю такими небольшими урывками. На этом этаже можно посмотреть ландшафт.
города Багио. Это ландшафт в 1928 году, сделанный одним из университетов. И вот здесь мы видим уже ландшафт города Багио в 2009 году. Видите, какие произошли глобальные изменения. Очень много также истории во времена Второй мировой войны, как были оккупированы филиппинцы Японией, и о том, как США спасали эту страну. Смотрите, как интересно, я сегодня гуляла просто по этой улочке, здесь располагается Джолиби, а раньше в этом здании был очень известный госпиталь. А еще здесь показано, как раньше выглядел отель Пинес, но теперь здесь располагается огромный торговый центр SM, один из самых больших на Филиппинах, а это здесь очень знаменитая сеть. Помните, я вам рассказывала о том, что я вам расскажу, где находятся самые фешенебельные отели. Я сама до туда не дойду, потому что отсюда это далековато, да и не стоит оно того, потому что, смотрите, вы пройти внутрь резиденции. Располагаются эти отели в месте, которое называется Камп Джон Хэй. Раньше там располагалась военная база, а теперь из нее переделали и сделали гольф-клубы, шикарные отели. Там находится красивый Starbucks, коттеджи, виллы. Вот так это все выглядело в раннее время, в 20-е годы. Сейчас там все совсем по-другому, очень шикарно и красиво. Я тоже это видела на фотографиях. Как раньше выглядела валюта: 10 песо, 100 песо, 500. Везде, смотрите, написано Japanese Government. Единственные отели в этом районе, они, конечно же, находятся в 3,5 километрах от центра. Ну и мы располагаемся, извините меня, в 6 километрах, но это не проблема, потому что можно добраться и на джипни, и такси. Причем такси здесь очень дешевые. То есть даже от нашего места до центра это стоит 100 песо всего лишь. А ехать 6 километров, причем по непростому трафику. Поднялась на самый верхний этаж. Ну, здесь уже меньше стендов. Просто книги, рассказывают, кто руководит музеем, своеобразная библиотека, где можно посидеть и почитать. Спустилась обратно на этаж ниже, обнаружила здесь еще большую карту и вид на Багио, на университет. Закончила прогулку по музею. Для того, чтобы ознакомиться с культурой, достаточно неплохо, особенно учитывая стоимость 100 песо. Но, ребята, мы еще посмотрим очень интересный музей, но это будет уже завтра. Но для вас это будет в этом же выпуске, поэтому не переключайтесь и смотрите. Это место реально нужно посетить в Багио. Ой, друзья, Кирилл не поправился, погода серая, настроение тоже не очень хорошее. Тем не менее, решила немножечко все равно развлечься и пойти в музей, который называется Тамаван Вилледж, который рассказывает об истории и культуре филиппинского народа в горных провинциях. Это отличается от того музея, в котором мы были. Он более, наверное, колоритный. Здесь есть различные хижины. Много чего интересного. Давайте посмотрим его. А самые значимые места в Багио, все-таки я надеюсь, что мы посмотрим с Кириллом. Завтра у нас последний день. Я надеюсь, что он оклемается и будет снова в строю и вместе со мной записывать видео для вас. Проходим внутрь и сразу же спрашиваем стоимость. Hello, how much? Меня поприветствовали и сказали, что здесь включен гид, хотя стоимость билета всего 60 песо. So, good afternoon, ma'am. My name is Cam Ashley, your tour guide for today. So, Nice to meet you. yeah, My name welcome is here. Tamara. Hello, ma'am. Welcome here at Tamawan Village. So, Tamawan is a local word meaning vantage point. So, as you can see, we have a giant lizard here. A lizard symbolizes good luck. Проходим в галерею сначала. Here, ma'am, this is the village gallery. So, these artworks are made from the local artists, female artists.
in celebration of Women's Month. It's Women's Tattoo, yes? Yes, this is Aqua Wood. Yeah, I know about her. The one who's doing the tattoo. Здесь галерея местных художников, что это немножко похоже на мексиканский стиль. Ну, имеется в виду местных современных художников. Сейчас мы зашли в дом, которому более 100 лет. Здесь также располагается небольшая галерея с большими ловцами снов и различными картинами, изображающих местных жителей. Ужасно не подписаны из каких островов авторы этих картин, было бы интересно. Как описывают имена и из чего они выполнены. Несмотря на то, что сегодня будний день, бегают детишки. Мне порекомендовали попробовать местный кофе, который здесь есть. Sorry. Приготовили кофе, но я сомневаюсь насчет его эксклюзивности. Честно вам скажу, пахнет обычным просто сваренным кофе. Ну, попробуем. Смотрите, что интересного я увидела. Мед с каламанси. Может быть, взять Кириллу, это поможет ему поправиться. Кофе так себе. Мы пришли на обзорную площадку, сейчас немножко здесь туманно. Ну, как обычно, это же Багио. Вот, поэтому прошли мы, наверное, метров 500 вместе с гидом. Она, кстати, учится в университете на туризме, поэтому меня встретила, поэтому проводит мне экскурсию. Дышится прекрасно. Кирилл, вот зря ты не пошел. Вот смотришь ты сейчас это видео и жалеешь, наверное, об этом, что не пошел со мной в трекинг вместе с гидом. Только что мы были вот на этой вершине, немножко спустились. Видите, какой туман дует. Отсюда видны крыши домов, местные улочки и все в тумане. It means that you're rich. So rich people here are called Kadangyan. Rich people have something like that. Yeah. If they have many skulls like Раз, Если вы видите много скелетов, это обозначает, что дом богатых людей. Уж не знаю, зачем они это останавливают, может быть, от сглаза. Ребята, смотрите, кого я встретила. Это же Бетховен. Смотрите, какой он огромный. Просто даже по сравнению вот со мной. Посмотрите. Это я, это Бетховен. Ой, вот это нос у тебя, конечно, огромный. Ну давай вот не будем облизываться. Не-не-не. No kissing, baby. No kiss. Не надо. No kissing. Это отдельный домик для бога, который называется Алан. Да-да, раньше у филиппинцев тоже было множество богов, была другая религия. И вот этому богу Алангу приносили подношения, чтобы он им давал плодородные рисовые террасы. Небольшая экскурсия. Я думаю, что будет больше экспонатов именно местных. Но, тем не менее, было интересно прогуляться. Тем более, мне попалась студентка из университета, которая немножко погуляла со мной, порассказывала о домах, о традициях, о том, что была раньше другая религия, было множество богов, как в Индонезии, да, примерно, точнее, на острове Бали. Вот, поэтому весьма недурно за 60 песо прогуляться и узнать что-то новое для себя.
Наконец-то, друзья, на третий день приключений по багги я присоединяюсь к Томочке. Сегодня я стал чувствовать себя получше, сегодня погода прекрасная, поэтому немножко прогуляемся по этому городу. И первая остановка — это китайская пагода, куда мы доехали на такси. В багги очень удобно перемещаться именно на такси. Можно вызвать по грабу по приложению, но это будет стоить чуть дороже за подачу автомобиля. Можно поймать просто машину на улице, но тогда вам нужно будет еще найти свободную машину, потому что здесь они, таксисты, в общем, их очень много и большой на них спрос. Но стоит это в районе $1-2 поездка, поэтому очень удобно. И на улицах совсем нет трициклов, так привычных нам на Филиппинах. Заплатили за вход по 20 песо, внесли какие-то данные в тетрадочку, записались на входе, поднялись и здесь увидели очень-очень красивую китайскую пагоду, красивый сад. Здесь мы видим пруд с кувшинками. Называется эта китайская пагода Bell Church, то есть церковь колокола или церковь колокол. Сама пагода имеет несколько ярусов, поэтому мы сейчас поднимаемся все выше и выше. По дороге немного вам снимаю, фотографируемся. На самом деле красивое место. Хорошо здесь ухаживают за садом, за территорией, поэтому побывать здесь, я думаю, стоит обязательно. К верхней пагоде, к сожалению, подняться нельзя, потому что это уже частная территория. Поэтому можно на нее любоваться лишь снизу. Открывается неплохой вид на соседние горы с цветными домиками, куда мы сейчас отправляемся. Сейчас мы спустились вниз после китайской пагоды. Здесь написано, что мы сейчас находимся в провинции, либо в городе, который называется Тринидад. Он знаменит помимо цветных домиков, к которым мы направляемся, также еще плантациями с клубникой. Чуть позже, возможно, мы еще до плантации также доедем. А пока мы проходим и видим, что здесь бывает даже клубничный фестиваль. Клубничный фестиваль проходит. Сейчас мы пришли в так называемую долину цветов, которая находится в городке Ля Тринидад. Очень симпатично все выглядит, цветные домики разукрашенные, гуляли по мостику подвесному. Это местечко похоже на коммуну 13 в Картахене, там тоже в Колумбии домики, да. Единственное, что здесь немножечко пахнет вот от этой речки, которая здесь протекает, но место само интересно, и здесь можно сделать красивые фотографии. Но ненадолго, кстати, сюда можно подойти, полюбоваться вот шикарным видом на красивые домики и, в принципе, уже ехать дальше. Вот мы сейчас собираемся на ферму клубники. Также помимо мостика, оказывается, здесь существует обзорная площадка небольшая. Тоже можно сюда подойти, но вначале нужно тетрадочки отметиться. Ну а потом сюда подходите и также любуетесь этими цветными домиками. И вот мостик, на котором мы с вами только что были.
А еще у нас с собой дрон, поэтому мы хотим здесь полетать и сделать красивые кадры с высоты. Посмотрите, какие интересные местные сувениры здесь продаются. Вязаные шапочки в виде клубнички. Прямо здесь вяжут. Также продается клубничное варенье за 100 песо. Это получается местные печеньки из сладкого картофеля, из клубники. Помимо этого здесь же продается вино из клубники, из мангустины и необычный джем. Как вы подумали, с чего? Из уби, сладкого фиолетового картофеля. Сейчас мы на такси доехали до клубничной фермы. Самый популярный, самый большой в этом райончике, потому что здесь несколько этих ферм. Поездка на такси стоила 100 песо. Можно также передвигаться, конечно, на джипне здесь. Но, в принципе, ввиду экономии времени, то лучше, в принципе, брать такси. Вот так выглядит. Так выглядит клубничная ферма. Огромная плантация, грядки. Вход на эту ферму свободный. То есть ничего оплачивать не надо, никакого гида вам тоже не предоставляет, ничего не рассказывает. Вы здесь сами можете прогуляться вдоль грядок с клубникой. На плантации можно взять небольшую корзиночку и набрать сюда ягод. То есть купить эти ягоды. Но стоимость килограмма клубники здесь 700 песо. То есть совсем не дешево, поэтому я думаю, что мы наберем совсем немного. Только для того, чтобы, знаете, как развлечение. Помимо клубники, также мы здесь видим листья салата, которые выращивают здесь. Ну и подсолнечник. Ну и еще немного грядок с цветной капустой, если я не ошибаюсь. Ну, похоже, это действительно она. Ну и пока вы здесь гуляете, собираете клубнику, то вы можете еще немножко ей подкрепиться. Не уверен, что здесь это как бы разрешено, но если во время сбора урожая несколько ягодок идет к вам в рот, то, я думаю, ничего в этом зазорного нет. Поэтому совместить приятное с полезным и посмотреть, как клубничка выращивается, и немножко подкрепиться вкусной ягодой. Ты как, Том, собираешь больше или подкрепляешься? Подкрепляюсь. В итоге мы, конечно, купили немного клубники. Правда, на выходе нам сначала сказали, что у вас там не килограмм. Потом сказали, что минимум полкило можно купить. Но потом продали нам и за 100 песо, там примерно 150 грамм, наверное, да? Да. Отдали нам в корзинке, но корзинка нам не нужна, поэтому немножко ягод. Надо признать, что клубника действительно сладкая. Она без нитратов. Да, вот попробуй еще раз. Вот попробуй всего лишь пару клубничек, пока я ходила и ела. Да, я почти не пробовал. Да? Такая прям Вкусная, вкусная, но действительно как будто нет какого-то перенасыщения, да? То есть она просто сладкая. На выходе с клубничной фермы мы также видим множество палаточек. Здесь продают и саму клубнику, и клубничные варенья, какие-то джемы. Продают орехи, сувениры. Но особым спросом пользуется клубничное мороженое, которое мы сейчас хотим попробовать, но не именно я, потому что я плохо себя чувствую, а вот Том обязательно попробует.
мороженое из клубники местное. Ну а потом мы отправимся на паблик маркет, на общественный рынок. И там уже посмотрим какие-то другие товары. Возможно, они там будут и дешевле стоить. Такой маленький шарик стоит 40 песо, а стоимость зависит от размера мороженого. Тут можно выбрать различные вафельные рожки, и от них уже будет влиять. Я взяла за 40 песо. Это самый маленький. Да, это самый маленький. Очень вкусное мороженое. У него и ванильный вкус и клубничный, то есть такое, знаете, смешание. Сейчас мы вновь доехали до Багио, до центрального рынка, где немного с вами прогуляемся, посмотрим цены. Hi. Welcome here, Baguio. Yes, strawberry sweet. Так, ну давайте сразу покажу вам цены на клубнику. На самом деле на выходе из клубничных плантаций мы видели похожие цены, то есть по 200 песо за кило. Странно, что на самих огородах стоит это 700 песо, а когда приезжаешь на рынок в город, то клубника есть и вот минимальная цена, которую я, допустим, отсюда вижу, это 60 песо за полкило, то есть 120 песо есть. Ну, в общем, от 120 до 200 песо за килограмм. Вот так красиво клубнички все здесь расставлено. Ну, это за маленькую, да. А вот за эту красивую, я не знаю, здесь даже не написана стоимость, но я думаю, около 200 песо, наверное, за килограмм. Ну, также есть, конечно, другие фрукты, апельсины, ланзоносы, местные филиппинские фрукты, также мангостины. Давайте спросим стоимость. How much mangosteen? 190 190 по кило. 190 песо за килограмм. Также есть еще фрукт чика. 150 чика. Passion fruit, то есть маракуйя, 200 песо за килограмм. Очень много каких-то орешков, арахисовой пасты, масла. Необычно, что здесь продают джем из фиолетовой картошки уби. Ну да, уби тоже популярен. У них очень много продукции из арахиса, то есть какие-то и карамельки у них, и арахис соленый, с чесноком, в общем, разные, и не так дорого. 3 вот таких коробочки можно взять за 150 песо. Сезон дурианов закончился, но все еще их продают. Стоимость от 150 до 200 песо за килограмм. Взяла различные снеки из орешков, из кунжута и банановые чипсы. Все это за 100 песо. На этом рынке были обнаружены и фрукты, и овощи, и различные сувениры, текстиль, поэтому здесь на самом деле все что угодно есть, много чего, различный товар, гулять можно долго, но у нас время немножко ограничено, и мы должны возвращаться уже обратно к нам в отель. Ребята, также в комментариях напишите, вам как больше понравилось, когда я на 3-й день вместе с Томой стал гулять, или когда Тома ходила одна, снимала для вас. Как вам нравится больше, какой формат? У нас последний вечер в городе Багио, мы вернулись в наш отель, сейчас согреваемся горячим чаем и любуемся панорамой города.
Провели несколько дней в городе Багио, в этом необычном городе. Надеюсь, вам понравилось наше приключение. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях пожелания, чтобы Кирилл поскорее выздоравливал. А если нет, можете поставить колокольчик и подписаться на канал, если еще не подписаны. Всем до новых встреч. Всем пока, ребят, всем здоровья.